Столкновение у берегов Франции парома и контейнеровоза. Грузопассажирское судно «Улисс», управляемое тунисским оператором Кэтен, протаранило кипрский грузовой контейнеровоз CLS Virgin, который находился на якоре на расстоянии около 30 километров от северной оконечности острова примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени. В результате аварии никто не пострадал, но столкновение нанесло значительный материальный ущерб окружающей среде, а в корпусе контейнеровоза CLS Virgin образовалась пробоина в несколько метров длиной. После столкновения произошла утечка нефти и горючего, и образовалось нефтяное пятно размером 4 километра в длину и несколько сотен метров в ширину, двигавшееся к французскому и итальянскому берегам. После происшествия Франция и Италия очищали воду от разлива топлива, который в результате распространился на 20 километров в Средиземном море. Береговая охрана Италии сообщила, что она собрала часть загрязнения и контролирует разлив. Представитель регионального французского морского ведомства сказал, что пятна топлива распространились на 20 километров. Чиновник пояснил, что французские и итальянские суда-эксперты по разливу нефти тянули плавучий барьер, чтобы сдержать распространение топлива, а затем используют скиммер для его сбора. После 5 дней пребывания в Средиземном море тунисское судно Роу-Роу Улисс было отделено от корпуса плавающего под кипрским флагом контейнеровоза Экс-Virgin. 2 корабля были закреплены вместе с тех пор, как Улисс протаранил стоящий на якоре контейнеровоз. На место происшествия были отправлены несколько военно-морских сил и кораблей по борьбе с загрязнением, чтобы сдержать возможное дальнейшее загрязнение окружающей среды. Вдоль корабля-контейнеровоза была установлена плотина, предотвращающая загрязнение, чтобы предотвратить распространение разлива из бункера. Оба корабля оставались в зоне до тех пор, пока не было оценено их состояние и не был определен план спасения. При столкновении корпус Экс-Virgin получил серьезный удар, в результате чего произошел значительный разрыв с правого борта. Бункерные баки контейнеровоза были пробиты, что привело к утечке топлива. А паром «Улисс», с другой стороны, не получил значительных повреждений в результате столкновения. Столкновение 2 коммерческих судов, кипрского сухогруза и тунисского грузового судна, было вызвано серией человеческих ошибок. Совместное расследование с группой экспертов из Кипра, Туниса и Франции опубликовали отчет, в котором обвиняются вахтенные офицеры на обоих судах, утверждая, что один разговаривает по телефону, а другой игнорирует сигналы радаров. По словам Юсефа бен Ромтхана, высшего должностного лица морского транспорта Туниса, капитан движущегося судна был занят телефонными звонками. Он находился далеко от экрана радара, предупреждающего об опасности. Но чиновники также обвиняли кипрское судно, заявив, что необычно, что коммерческое судно бросает якорь в полосе, используемой торговыми судами. Отдельное французское расследование продолжало указывать на экспертов, пытающихся оценить воздействие на окружающую среду и загрязнение в результате аварии. По данным зарубежных СМИ, 2 судна были застрахованы одной и той же компанией на общую сумму не менее 13,5 миллионов евро. По мнению некоторых экспертов, очистка прибрежных вод стоила дополнительно около 10 миллионов евро.